Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами о Фудзияме. Гора Фудзияма, которая находится на острове Хонсю, еще со стародавних времен довольно часто изображалась на многочисленных картинах, благодаря своей уникальной, практически идеальной конической форме. Фудзи считается не только местом, которое ежегодно посещают сотни тысяч туристов, но и священным местом для буддистов и людей, исповедующих синтоизм. Высота самой большой горы во всей стране восходящего солнца, которая является еще и действующим вулканом, составляет почти 3800 метров. Однако современные геологи и исследователи вулканов говорят о том, что опасаться извержения Фудзиямы в ближайшее время не стоит. Вулкан, в недрах которого, согласно древним поверьям, обитают души мертвых, спит уже с 1708 года. Окрестности Фудзиямы, которые благодаря усилиям местных властей сохранились практически в первозданном виде, довольно часто привлекают к себе внимание многочисленных современных художников и профессиональных фотографов. Кстати, на самой вершине горы Фудзи все же есть сооружения, которые были построены руками человека. Это метеорологическая станция, в которой ведутся наблюдения за изменениями погоды и вулканом, почтовое отделение и даже дзиндзя. Для тех, кто не знаком с этим определением, уточним. Дзиндзя – это синоистский храм. Дзиндзя в Японии возродились только в тех местах, в которых происходили какие-либо чудеса, или же которые отличались необычайной красотой. Совсем неудивительно, что японское святилище было построено на горе Фудзияме, которая, по мнению специалистов, считается самым красивым и необыкновенным местом в Японии. По большому счету, Фудзи можно смело внести в список самых красивых достопримечательностей страны восходящего солнца. Впрочем, если быть предельно точным, то Фудзияму можно отнести и к самым красивым вулканам на нашей планете. Именно по этой причине власти Японии внесли Фудзияму, окружающую ее территорию и 5 легендарных озер Фудзи в национальный парк Фудзи-Хоккэндо-Идзу. Этот парк был основан еще в 1936 году, а его площадь составляет около 1230 квадратных километров. Естественно, что самая знаменитая гора Японии, которая довольно часто упоминается в японской культуре и истории, привлекает к себе внимание путешественников со всех уголков нашей планеты. Интересно и то, что старый вулкан Фудзияма входит в горную гряду, получившую название Японские Альпы. Что же может быть общего у Фудзи с альпийскими горами, гряда которых раскинулась в Старом Свете? Может задать вопрос практически каждый турист. Действительно, тот факт, что Фудзи входит в горную гряду японских Альп, малоизвестен. Альпами 3 горных хребта в стране восходящего солнца назвали не японцы, а англичанин по имени Вильям Гауланд. Именно этот выходец из Старого Света написал для туристов путеводитель по Японии, который получил популярность благодаря Уолтеру Вестерну, который в свое время был миссионером и нес веру в Иисуса Христа жителям страны, расположенной на островах. Если уж считать, что Фудзияма входит в гряду японских Альп, то тогда следует обязательно уточнить, что это самый высокий горный хребет. Хотя справедливости ради стоит отметить, что определение «японские Альпы» довольно редко упоминают в своих работах геологи и историки, тем более если речь в них идет о величественной, таинственной и прекрасной Фудзияме. Если углубиться в такой непростой вопрос, какое происхождение названия горы Фудзияма, то можно попросту запутаться в многочисленных версиях, которые выдвигают историки и лингвисты. Если расшифровать китайский иероглиф, а их довольно много в японской письменности, обозначающий Фудзи, то можно предположить, что название вулкана обозначает безмерное богатство. Кроме этого, второй иероглиф говорит о том, что Фудзияма – это еще и благородный человек. Какому из этих определений верить, неясно. Есть такая пословица, которая известна практически каждому русскоязычному путешественнику. Звучит она так: чем дальше зайдешь в лес, тем больше наломаешь дров. Она как нельзя лучше подходит для горы Фудзияма. Чем глубже исследователь изучает вопрос происхождения названия горы, тем больше перед ним становится загадок. В X веке в одном из многочисленных рассказов можно встретить упоминание о том, что название горы Фудзи означает бессмертие. Дальше еще интереснее. До X века Фудзияму обозначали иероглифами, обозначающими бессмертие, вечность и несравненность. Попытались разобраться в происхождении названия самой высокой горы страны восходящего солнца и европейцы. Джон Батчелор, который кроме миссионерства изучал еще и анский язык,
предположил, что Фудзияма означает огонь. Вроде бы все предельно просто, а главное, такое название полностью бы соответствовало вулкану, который в свое время выбрасывал в воздух раскаленную лаву. Но тут в спор вмешался японский лингвист, который указал Батчелору, что иероглиф, который тот принял за огонь, обозначает старую женщину, повелевающую или раздувающую огонь. Было даже предположение, что конический стратовулкан стал называться в результате изменения иероглифа Хо. Если попытаться доступно объяснить, что означает это короткое слово, то получится примерно следующее. Стройная гора, которая стоит словно рисовый колосок. Наверное, на происхождение названия Фудзиямы стоит остановиться. Есть еще несколько десятков версий, и каждая из них до настоящего периода времени не признана официальной. Проще говоря, в наши дни, что обозначает название Фудзиямы, так до конца и не выяснено. Да что там до конца, даже начало у всех версий разное. Как уже говорилось выше, гора Фудзияма в Японии является действующим, но спящим вулканом. Диаметр кратера этой прекрасной горы, название которой часто встречается в японской поэзии, составляет чуть более полукилометра. Его глубина, согласно результатам последних исследований ученых, лишь незначительно превышает 200 метров. Несмотря на то, что Фудзи в Японии спит уже с 1708 года, раньше окружающая гору территория была постоянно залита потоками раскаленной лавы. Дело все в том, что Фудзияма – это не один вулкан. Коническая гора образовалась в результате мощных извержений 4 более ранних, чем Фудзи вулканов. Более того, современным специалистам удалось доказать, что извержения здесь длились тысячелетиями. Именно огромное количество лавы и сформировало современный конический облик Фудзиямы. Первый вулкан, который ученые называют Старым Фудзи, образовался более 80 тысяч лет назад, а современная Фудзияма относительно молода. Она начала расти всего 11 тысяч лет назад. Приблизительно 20 тысяч лет назад Фудзияма разбушевалась не на шутку. Постоянные взрывы и выбросы лавы длились тысячелетия. Во время того, как лава текла по склонам вулкана Старого Фудзи и перекрывала многочисленные ручьи и горные реки, появились красивейшие и известные во всем мире 5 озер Фудзи. К слову, 5 озер Фудзи представляют собой великолепнейшее зрелище и заслуживают того, чтобы о них было написано в отдельном материале. Недаром все они вместе взятые считаются одним из самых лучших и популярных курортов во всей Японии. На вулкане Фудзияме и у его подножья можно встретить огромное количество горячих источников, благодаря которым образуются небольшие теплые водоемы. Однако климат Фудзи можно смело назвать суровым. В самый жаркий месяц температура воздуха у горы прогревается только до плюс 18 градусов по Цельсию, а вот зимой на вершине стратовулкана она зачастую опускается до минус 38. Как уже неоднократно упоминалось в материале, Фудзияму воспевали японские поэты в своих творениях и изображали на холстах известные художники. Правда, японцы всегда отличались склонностью к преувеличению. Например, на панно Эдо Фудзияма изображена скованной вечными снегами. Если посмотреть на гравюру не менее известного художника Агата Гекко, то можно увидеть заснеженную Фудзи, к вершине которой взбирается грозный дракон. Историк Александр Мещеряков, который посвятил большую часть своей жизни изучению японской культуры, утверждает, что во всех творениях, будь то это стихи, картины или легенды, образ Фудзиямы далек от его истинного вида. Удивительного в таком трогательном отношении главной визитной карточки страны восходящего солнца ничего нет. Согласно древнему мифу, покорить Фудзияму было практически невозможно. Только настоящий герой мог забраться на ее вершину. Такой смельчак, преодолев все трудности, получал главный дар – бессмертие. Из жерла вулкана часто виднеется дымка. Даже современные японцы, изобретающие ультрасовременные технологии, но воспитанные с детства на древних легендах и поэзии, свято верят, что этот дым исходит от костра, который горит от магического эликсира бессмертия. Удивительно то, что первые письменные упоминания и рисунки Фудзиямы отнесены историками к VIII веку. Согласно исследованиям, в те времена вулкан еще часто взрывался и выбрасывал в воздух столбы пепла. Удивительно, но ни в одной летописи, ни на одной гравюре великолепный вулкан Фудзи не описан и не изображен извергающимся. Почему японцы не хотели говорить о гневе Фудзиямы, до сих пор остается загадкой.
Наверное, дело все в том, что эта гора священна для каждого жителя страны восходящего солнца, и ее извержение стараются как можно скорее забыть. Стратовулкан Фудзияма, как уже все поняли, считается священным местом для каждого буддиста и человека, исповедующего синаистский культ. По этой причине название визитной карточкой Японии было использовано многими крупнейшими компаниями, к примеру, Fuji. К слову, это не единственная компания, в основе названия которой лежит название горы. Социологи, исследовавшие большую часть японских компаний, пришли к ошеломляющему выводу. Если заглянуть в телефонный справочник Японии, в котором перечислены все его компании и предприятия, то количество из названий с приставкой Fuji займет более 8 его страниц. Многочисленные ученые и буддисты, которые ознакомились с результатами социологического исследования, были крайне возмущены таким положением дел. Многие специалисты посчитали недостойным использовать святость Фудзиямы в названии своей компании. Другая часть ученых предложила взимать с этих компаний и фирм специальный налог. Средства, полученные за использование названия Фуджи, предполагалось направить на поддержание и развитие национального парка Фудзи-Хакона-Идзу. Подняться на священную для японцев гору мечтает каждый, кто увлекается альпинизмом. Практически все маршруты, по которым можно взобраться к вершине Фудзиямы, открыты только в летний период, с начала июля по конец августа. Однако даже в июле часть горы все еще остается покрытой снегом. В этих местах взбираться на Фудзи строго запрещено. Несмотря на свою относительно небольшую высоту, если сравнивать с Эверестом, Фудзияма покорится не каждому. Недаром в древних легендах говорится о том, что ее вершины сможет достичь только настоящий герой. По этой причине с началом туристического сезона на Фудзияме открывается огромное количество центров, где работают спасатели и так называемые ямагоя места, где можно приобрести провиант и питьевую воду. Интересно то, что ямагоя можно дословно перевести на русский язык. Означать это слово будет «избушка». Официальными признаны лишь 4 маршрута, по которым можно восходить на гору. Правда, некоторые беспечные туристы пользуются услугами проводников, желающих подзаработать, и отправляются по сложным и опасным участкам. Власти префектуры обращаются к таким альпинистам с просьбой не совершать ошибку, которая может стоить им жизни. Кстати, эти опасные маршруты используются самими японцами. Правда, передвигаются они на укрепленных и мощнейших бульдозерах, на которых доставляются продукты питания, а при необходимости на них эвакуируют с Фудзиямы раненых путешественников. До 2005 года с горы можно было часто увидеть планеристов, которые парили над национальным парком. После ряда смертей, которые произошли из-за сильных порывов ветра на Фудзи, планеризм стал менее популярен, хотя официально и не запрещен. Иногда можно увидеть несколько планеров, которые стартуют со склонов Фудзиямы. Как уже говорилось выше, Фудзияма, окружающая ее территория и 5 озер Фудзи входят в национальный парк Фудзи-Хакона-Идзу. Поэтому туристу, которого пути дороги привели к легендарной Фудзияме, стоит в обязательном порядке выполнить все правила, которые подробно изложены в разных языках и специальных буклетах. Следует помнить и о том, что тревожить покой монахов синаистских храмов строго запрещено. Они сами позовут в гости туриста в определенное время и познакомят его со своей верой, историей, культурой и традициями. Однако стоит всегда помнить самое главное правило – никакого мусора. За разбрасывание пакетов, бутылок туриста могут оштрафовать и запретить ему в будущем даже подходить к территории национального парка. К слову, во время восхождения на Фудзи каждому дается специальный пакет, даже не для того, чтобы он туда складывал свой мусор, а и для того, чтобы по дороге он положил туда найденную бутылку, клочок бумаги или пакет. К счастью, мусора на Фудзияме практически нет, и туристы доходят до вершины почти с пустыми пакетами. Во время восхождения на вершину Фудзиямы, где горит эликсир бессмертия, запрещено даже справлять естественную нужду в неприспособленных для этого местах. Пугаться этого правила не стоит. На каждом маршруте можно встретить огромное количество чистейших биотуалетов, в которых даже подогревается сиденье. Все эти туалеты работают под управлением электроники. Их аккумуляторы заряжаются благодаря солнечному свету. Кстати, если кто-то не знает, биотуалеты широко распространены по всей Японии.
Их можно встретить на каждом углу в крупном мегаполисе. И они все бесплатны. Почти все. Все, за исключением туалетов на Фудзияме. Их посещение обойдется путешественнику в 100 йен. Наверное, их сделали платными предприимчивые японцы только потому, что деваться туристу на горе некуда, разве что нарушить правила. А в стране восходящего солнца большая часть населения просто не понимает, как можно приступить определенные ограничения. В конце материала хотелось бы сказать, что согласно сухим статистическим данным, Фудзияму ежегодно посещают чуть более 200 тысяч человек. Однако в эту цифру входят лишь те туристы, которые восходят на священную гору. Посетители курорта 5 озер Фудзи в 200 тысячах не учитываются.